Теперь мы начали узнавать друг друга. Начинаем понимать, чего каждый из нас хочет и к чему мы хотим стремиться. Обмениваясь мыслями, желаниями, мы видим, что они совпадают. Нам нужно заявлять об этом, делиться информацией. Так сможем выработать консолидированную позицию народа, и она будет видна. Мы увидим людей, кто это все может продвигать, кто на что способен. Тем самым мы начнем сами отстаивать свои интересы, решать свои вопросы, не надеясь на другие государства и народы. Выдвигая своих людей, которым мы доверяем, делегируя их, помогая и поддерживая друг друга, мы как народ сами будем решать свои дела. Мы считаем, что к этому и придем. Мы тут коснулись языка, сказали о том, что язык и хабза не должны забывать. Сегодня мир так устроен, что тяжело сохранять язык в семьях, если школы, образовательные учреждения не обучают, если этот вопрос не в ведении государства. Родители уходят на работу, детей отправляют в школу. Так работает система. Школы обучают. А школы обучают на языке, который функционирует в этой местности. Чтобы это изменить, нам, черкесам, нужна страна, где будет функциональным языком родной язык. Только так мы можем сохранить хабза и язык. Не буду затягивать, это хотел отметить. Если продолжить мысль и подойти с научной точки зрения, язык может сохраниться и развиваться только если человек, используя этот язык, зарабатывает кусок хлеба, если живет и трудится на этом языке. Если народ не использует язык в жизнедеятельности, то он постепенно исчезает. В любом народе есть определенный процент, который принципиально чтит родной язык, учит ему детей, но это считанные проценты. Большинство любого народа в первую очередь думает о своем пропитании, как будет кормить и одевать своих детей, о бытовых повседневных вопросах жизнедеятельности, и переходит на тот язык, который позволяет это сделать. Поэтому, если мы как народ хотим сохранить язык, развивать его, наши люди должны иметь пространство, где будет возможность работать на этом языке, жить и решать свои повседневные вопросы на своем языке. У нас должно быть такое место, и таким местом должна быть Родина. Если есть страна, даже если кто-то не может вернуться туда, ты взаимодействуешь. Что бы ни случилось, знаешь, что всегда есть место, где сохраняется хабза, где функционирует язык. Место, на что можно ориентироваться. Место, которое является защитником интересов народа. Рано или поздно, пока мы к этому не придем, мы должны к этому идти, чтобы жить. Это необходимость для любого народа. Иметь свою территорию для развития своих интересов, своя страна, государство. Наш народ, если мы хотим жить как народ, это необходимость. Дома разговаривать с детьми, желание открыть учебные заведения – это тоже шаги. Но все эти маленькие шаги, в общем, должны привести к своему государству на родине. Рано или поздно, через 10 или 100 лет это произойдет. Мы должны двигаться в этом направлении. Как мы видим, только это может нас сохранить полноценно. عدقت وزي صنغة ويشاف خزم يكبزر ويبسم خغش سعد الوجز وتكون يحاك يكسر شعب وابن خججة